있는 그대로를 보겠다. 그리고 그들 속으로 들어가 그들이 나를 의식하지 않게 하겠다. 니콘 리얼리티. 역시 니콘. Привет, друзья! Продолжаем нашу рубрику «Берем с полки папин цифровичок». И сегодня герой нашего обзора вот эта великолепная кроп-камера Nikon D300. Этой камере уже скоро, через пару лет, исполнится 20 лет. И это во всех смыслах ретро-устройство. Все то, что мы любим. Но несмотря на то, что это ретро-устройство, оно уже прошло все начальные этапы цифровой эпохи. И в отличие от, скажем, вот того же Nikon D200, который был выпущен года за 3 до этого устройства, а может даже и за 2, здесь уже побеждены все практически детские болячки, и это устройство можно использовать без всяких оговорок, как вполне современную. Это нормальная, полноценная, топовая зеркальная камера, которой можно снимать без всяких оговорок. Уж любителю так точно. Более того, это инструмент для профессионалов, и это чувствуется и по сей день. Это как с дрелью. Дырку можно просверлить и обычной ударной дрелью, но профессионалы используют большой, мощный профессиональный перфоратор. Также и здесь. Эта камера как такой своего рода профессиональный перфоратор для фотографов. Здесь все подчинено тому, чтобы работать с этой камерой было удобно, быстро, эффективно. Ну и, конечно, никто не забыл про надежность. Камера выполнена из магниевого сплава, довольно-таки тяжелая и увесистая. Весит порядка 900 грамм, даже больше. Но, тем не менее, благодаря хорошему удобному хвату, благодаря отличной эргономике, использовать ее даже с таким весом очень-очень удобно. И я ни разу не пожалел, что взял ее с собой. Мне было тяжело, неудобно. Нет, все отлично. Камера, конечно, немало весит, но брать ее с собой очень хорошо. Снимать ей приятно. Когда держишь ее в руках, понимаешь, что все заточено под съемку, все очень удобно. Все лежит в руках великолепно. Все кнопки находятся на своих местах. Ну вот, держишь в руках и понимаешь вещь. Ну, камера не для новичков, конечно. Чтобы снимать на такую камеру, ты должен прекрасно понимать, где что, как работает. Даже в режимах автоматики камера может, допустим, требовать поправку по экспозиции. Или с фокусировкой там внести нужно будет какие-то корректировки. Ну, то есть надо разбираться в том, как она работает, чтобы получить результат. Ну, камера, без сомнения, фантастическая. Одна из лучших из тех, что у меня были. Постараюсь объяснить свою позицию. Для меня самым значимым в фотосъемке и вообще во всей этой фотодвижухе является получение удовольствия от процесса съемки. И вот эта камера реально доставляет. Она очень классная. Недавно я делал обзор на прямого конкурента этой камеры Canon 50D, и в целом концепция у этих устройств достаточно похожа. По функционалу они находятся на плюс-минус близком уровне. Но все-таки в каждой мелочи, в каждой детальке вот эта камера Nikon все-таки чуточку да превосходит Canon. Тот самый Canon. Здесь больше кнопок, здесь больше каких-то устройств, которые позволяют быстро все на лету регулировать. Здесь более продуманное меню. Ну, в общем, в каждой маленькой детальке чуточку, капельку Nikon будет чуть-чуть получше. Но если напрямую не сравнивать, то и Canon достаточно хорош. У этой камеры был предшественник Nikon D200, который появился года за 3 до того, как появился D300. И можно сказать, что вся основная концепция вот этой камеры была заложена в Nikon D200. По сути, все органы управления, все элементы управления, вся концепция управления, вся эргономика, она вот была заложена здесь. А Nikon D300 просто является ее продолжением. Здесь поменяли матрицу, что-то допилили, что-то улучшили. И теперь это устройство, в принципе, бескомпромиссное. Чуть позже, через год примерно, появился еще один аппарат, Nikon D700. По сути, он является продолжением Nikon D300. Практически все то же самое, что есть в Nikon D300, есть и в Nikon D700. Как вы видите, они очень похожи. И по корпусу, и по управлению. Самое главное существенное отличие, что у Nikon D700 полный кадр, а Nikon D300 кроп 1.5.
И когда вы их держите в руке, отличить на самом деле не так просто. И понять, что у вас конкретно в руках, тоже не так просто. Безусловно, Nikon D700 является таким более совершенным устройством. Здесь во многом доработано меню чуть-чуть, некоторые пункты здесь сохранены. Здесь у Nikon D300 есть некоторые моменты, которые, скажем так, обрезаны по сравнению с Nikon D700. Их не так много, и без них, в принципе, вполне можно жить. Основным из которых это является то, что сюда нельзя, в отличие от Nikon D700, загружать цветовые профили. И еще есть некоторые упрощения в меню, и, например, нельзя... Не так удобно фокусироваться с ручной оптикой, потому что в Nikon D700 есть возможность такого электронного дальномера, где стрелочка показывает, в какую сторону крутить фокус. Здесь такого нет, он просто дает подтверждающую точку. В остальном это все примерно одно и то же. Давайте теперь разбираться, что, как и почему. Поскольку это профессиональный инструмент, то основной упор здесь идет на эргономику и надежность. С нее и начнем. Хват у этой модели прекрасный, на мой взгляд. Может быть, корпус несколько толстоватый. Когда вот так держишь, все-таки есть такое ощущение, что держишь немного толстое устройство. Но в целом, когда привыкаешь, можно не обращать на это внимания. Скажем, Canon P50D, который я обозревал ранее, он в этом смысле чуточку удобней. Но и здесь все отлично. Зато в отличие от Canon, здесь все кнопки на своих нужных местах. Кнопка включения, которая включается элементарно, быстро и легко. В отличие от Canon, где нужно вот здесь ее крутить очень неудачное, на мой взгляд, место. Все кнопки, управляющие за фокус под рукой, крутилки здесь и здесь. Если нужно поменять быстро, например, внести корректировку по экспозиции, нажимаем эту кнопку и крутим. Режим меняется тоже так. На мой взгляд, конечно, колесиком менять режимы удобнее, но и так можно привыкнуть, в принципе, тоже неплохо. Как оказалось, очень удобно менять режим фокусировки вот этим переключателем в зависимости от условий. Бывает, что надо быстро перестроиться на одну точку, буквально одним движением, не надо лезть ни в какие меню. Также быстро достаточно можно поменять режим экспозамера, управляя вот этим колесиком. Также вот это колесо управляет режимами съемки, покадровый, многокадровый режим, медленный и быстрый. Также здесь можно включить режим Live View, задержку спуска, и можно сделать такой режим, когда зеркало будет подниматься перед спуском. Режим подъема зеркала. Здесь также вынесены кнопки баланса белого, которые можно менять быстро, кнопка ISO и кнопка качества изображения. На передней части кнопка функциональная FN, на которой можно повесить один из пунктов меню. Тут довольно-таки она урезана, это не то, что сейчас есть на современных камерах. И также кнопка репетировать диафрагмы. С этой стороны кнопка, которая отвечает за снятие объектива, и режим выбора автофокуса. Мануальный, сингл, одиночный кадр. Точнее, не кадр, а одиночная фокусировка. И беспрерывный автофокус. Также есть встроенная вспышка, которая в некоторых ситуациях может и пригодиться. И вот есть кнопка для того, чтобы вы могли настроить степень освещенности этой встроенной вспышки. Здесь в этой части находится кнопка вызова меню, кнопка подтверждения ОК и управление снимком в режиме просмотра. В отличие от Nikon D200, где еще была старая система, где нужно было зажать, прокручивать, довольно неудобно. Здесь уже нормальная человеческая система. Также здесь 5-позиционный джойстик, которым мы можем управлять. И в центре мы можем нажимать клавишу подтверждения. Она довольно неудобна, проще нажимать клавишу ОК. Разумеется, в столь старых камерах, как обычно, здесь используется карта CF, Compact Flash. Одна карта. В более позднем Nikon D300S там уже было 2 карты памяти. Здесь у нас обычная карта CF в одиночном экземпляре. На этой камере появился Live View, по-моему, даже впервые. В обычном режиме его можно выбирать вот здесь, вот в этом режиме.
и тогда снимать с помощью Live View. Вот, например. Но можно повесить одну из кнопок, например, вот эту, по-моему, если не ошибаюсь, на то, чтобы Live View включался при ее нажатии. Я здесь этого сделать не успел. На Nikon D700 я так сделал. И при нажатии этой кнопки активируется Live View. Режим Live View, надо признать, здесь крайне медленный и неудобный. И существует, по сути дела, лишь для галочки, либо для каких-то очень специфических медленных условий съемки. По сути дела, пользоваться им практически невозможно. Вначале открывается зеркало, он очень медленный. Если мне надо сфокусироваться, например, на чем-то, то вначале зеркало закрывается, датчики фокусируются, фазовые датчики фокусируются, и только после этого камера делает снимок. Есть еще возможность фокусироваться по контрастному датчику, но это происходит еще медленнее и еще хуже. Еще меня немножко удивило, что для того, чтобы сделать снимок в режиме Live View, я сначала даже не понял, как это делать, что снимок не делался. Камера постоянно что-то там закрывала, открывала, снимок не делался. А для того, чтобы сделать снимок, надо нажать на кнопку, еще либо второй раз нажать на кнопку, либо долго, продолжительно удерживать нажатый ее, тогда делается снимок. Ровно та же картина у нас наблюдается и в D700. Ну, для каких-то функций можно, наверное, этим пользоваться, но это довольно-таки неудобная вещь. Как вы понимаете, видео еще на этой камере нет, а вот в дальнейшей модификации Nikon D300S видео появилось, но оно там тоже в довольно зачаточном состоянии, поэтому никакого особого преимущества вы не получите, если приобретете Nikon D300S по сравнению с этой моделью. Ну и самое главное, к процессу съемки. Как вы понимаете, объективы мы здесь используем все те же самые никоновские с байонетом F. Здесь мы, само собой, можем использовать отверточные объективы. И здесь мы, само собой, можем использовать даже мануальную оптику. Здесь есть реостат, который позволяет задать значение диафрагмы на всех старых мануальных объективах Nikon и сторонних также в том числе. Например, на Helios 81N тоже можно его установить, и он тоже будет показывать вполне корректно значение диафрагмы. Единственное, там надо, конечно, заранее прописать параметры этого объектива и выбрать их, когда вы его устанавливаете. Ну, как по мне, все-таки фотоаппарат не про съемку мануальными объективами. Это не совсем тот аппарат. На этот фотоаппарат хочется бомбить, хочется снимать сериями. Кстати, о сериях. Аппарат позволяет, если не ошибаюсь, до 6 кадров в секунду снимать. Сейчас попробую продемонстрировать. Не похоже на 6 кадров в секунду. Проблема в том, что при съемке в RAW он не позволяет делать больше 2,5 кадров в секунду. Потому что файлы RAW довольно увесистые, и он не успевает с ними справляться. Вот сейчас я переключил на JPEG, попробую продемонстрировать. Другое дело, правда? Пулемет. Вообще звук исключительно приятный. Такой, знаете, как будто гвозди забиваешь профессиональным молотком. Не сильно громкий, но очень качественный такой, солидный звук. На аппаратах попроще, типа Nikon D70 более ранних, D70S и так далее, D40, там такой довольно рыхлый, неприятный звук, а здесь ну просто песня. Хочется нажимать, снимать. Автофокус этого аппарата — это тоже отдельная песня. Он значительно лучше, чем то, что было на Canon в прошлом обзоре. В принципе, и на Canon тоже можно снимать, он довольно неплохо, особенно в светлых условиях. Но в основном там я снимал по центральной точке, потому что все остальное было так себе. Здесь у нас 51 точка фокусировки, и он просто прекрасно справляется с фокусировкой. То есть он покрывает практически всю площадь кадра этими точками. Фокусируется стремительно, быстро и довольно-таки точно. Если даже не точно, то в этом фотоаппарате появилась возможность корректировки объективов. Если не ошибаюсь, до 20 объективов он позволяет держать индивидуальные значения.
Ну и, конечно, с мануальной оптикой он тоже фокусируется и дает подтверждение фокуса. Ну, как я еще раз говорю, на мой взгляд, возиться с таким аппаратом с мануальной оптикой — это просто преступление. Здесь все настроено на то, чтобы снимать быстро и стремительно, поэтому в репортажном стиле. Поэтому автофокусный объектив покупаете, допустим, тот же полтинник или 35-ку, или там любой китовый объектив, там, к примеру, на зум, и пользуйтесь. Очень быстро наводится, очень хорошо фокусируется, позволяет снимать даже в очень темных условиях, фокусируется каким-то образом. Например, на Canon там практически отказывается в таких темных условиях фокусироваться. Здесь он каким-то образом находит эти точки и умудряется сфокусироваться. Такой вот автофокусный отверточный полтинник стоит немногим дороже того же Гелиоса нынче, в нынешние времена. Поэтому, добавьте еще пару-тройку тысяч рублей, купите уже сразу автофокусный полтинник или 35-ку и наслаждайтесь жизнью. Батарейка здесь используется EN EL3E, точно такая же, как используется в Nikon D200, D700 и нескольких других камерах еще также использовалась. Она достаточно живучая на этом аппарате, можно в районе 1000 кадров легко снять. Поскольку у меня все аппараты схожей серии, батарейки здесь используются одинаково, у меня достаточно большое количество батареек, одну с собой не проблема взять на всякий случай. Заряжаются тоже все одним зарядником. Еще у меня от Nikon D70S подходит MH18, по-моему, он называется, и заряжает все эти батарейки без проблем. У аппарата традиционно есть определенные проблемы с резинками. Они со временем, скажем так, приходят в негодность, впитывают жир с рук, разбухают и начинают отваливаться. Это практически беда практически всех Никонов. Здесь у меня то же самое. Единственное, что аппарат у меня еще далеко не из самых заезженных. Здесь пробега около 70 тысяч кадров. И покупал я его, конечно, скажем так, по низу рынка. Он в относительно благопристойном состоянии. Покупал я его без зарядника, благо зарядники у меня были, поэтому купил чуть дешевле. Но здесь вот этой резинки не было. Пришлось купить на AliExpress. Как выяснилось, у моего знакомого мастера для того, чтобы переставить эту резинку, надо разобрать полфотоаппарата. В общем, я не решился это делать, просто вставил ее сюда в пазы, так она и стоит. Еще из особенностей управления здесь просто большущий экран находится, где вынесены все практически параметры, на которые можно одним движением взгляда все увидеть. И для того, чтобы на лету управлять аппаратом, совершенно не обязательно лезть в меню. Все находится практически на этом экране. Ну и теперь самое главное, к изображениям переходим. Здесь используется 12-мегапиксельная матрица, кроп-фактора, разумеется. Матрица здесь уже достаточно современная, CMOS, и в отличие от D200, где была еще CCD-матрица, она уже позволяет снимать на достаточно высоких ISO, по крайней мере ISO 1600 здесь еще можно снимать практически без проблем. Понятно, что будет легкий шум. Но в целом, в отличие от более старых фотоаппаратов, и ISO 1600 здесь вполне рабочая, так же как было на Canon 50D, например. Что позволяет сравнительно легко снимать даже ночью, при условии все-таки более-менее какого-то достаточного света, и использование желательно светосильной оптики, хотя бы вот такого полтинника. Понятно, что на полном кадре на Nikon D700 ваши результаты в ночной съемке будут, конечно, гораздо лучше. Там и на 3200, и на 4000, и даже местами на 6400 можно снимать, и получается вполне удобоваримая картинка. Здесь выше 1600 я бы не залезал. Может быть, при каких-то условиях можно снимать на 3200, но качество получается так себе. На 1600 оптимал. Не знаю, может быть, для какой-то коммерческой съемки это уже и не годится, но, по крайней мере, для личного архива, для каких-то личных кадров меня такое качество, в принципе, вполне устраивает. Еще раз повторюсь, более старые фотоаппараты с CCD-матрицами близко не валялись по этим показателям. Минимальная ISO здесь используется 200, но можно также включить расширенное ISO, как более высокое, так и более низкое. Что касается изображений, выдаваемых этим фотоаппаратом, то лично мне они очень нравятся. Замечательные цвета, замечательные цветовые профили здесь настроены, очень сильно отдающие пленочные фотографии. Где-то я читал, натыкался на информацию, что здесь все стандартные цветовые профили, точнее не цветовые, а профили изображений. Стандартный, яркий вид, нейтральный. Они якобы приведены в соответствии с какими-то пленочными стандартами.
Например, Vivid это соответствует пленке Fuji Velvia. Я, признаться, очень люблю эти яркие цвета и практически на всех фотоаппаратах задираю их по максимуму и бомблю на них. Что приятно, здесь практически получаются JPEG, которые, вот этими как раз пленочными цветами обладают. И с ними практически не надо возиться, получаются прямо из JPEG очень хорошие изображения. Если вы, конечно, правильно попали в экспозицию и в остальные параметры. Поэтому я обычно провожу такую легкую небольшую коррекцию именно над JPEG. Где-то что-то подрезаю, что-то там где-то вытягиваю тени, если надо. Яркость, контрастность, такого плана. И все, обычно готовое изображение. В каких-то особо сложных условиях там приходится иногда задействовать RAW. Я тоже их, благо, сохраняю. У RAW самих по себе, без загруженных цветовых профилей, цвета тоже очень приятные. И при работе с ними зачастую достаточно просто там накатить яркость, контрастность и насыщенность. Не всегда легко получается сразу попадать в экспозицию и так далее. То есть тут с этим фотоаппаратом нужно к нему немножко приноровиться. Он не позволяет делать прям так уж все безошибочно. Нужно понимать, где, что, как он снимает, и к этим условиям приноравливаться. Сами понимаете, фотоаппарат для профессионалов. Но лично я, например, люблю повозиться с постобработкой, поэтому это часть процесса съемки тоже для меня. Поэтому для меня это не составляет проблемы. Даже где-то, если что-то ты где-то совершил какие-то небольшие ошибки, все это можно на посте поправить. Вытянуть тени, цвета, цвет поправить немножко. В общем, хороший фотик в этом смысле. Лично мне 12 мегапикселей более чем достаточно. Хотя вроде как считается, что матрица это звезд с неба не хватает. У нее там показатели DxOMark что-то порядка 67 баллов. Не самый выдающийся динамический диапазон, не самый выдающийся ISO. В целом, как еще раз говорю, снимать вполне можно. И этот фотоаппарат, можно сказать, уже по параметрам на голову превосходит более старые аппараты, на которых, по сути дела, снимать можно только днем. Теперь интересный момент. Как мы видим, у нас есть рядышком D700 и D300. Я, признаться, вначале купил D300, а потом купил уже к нему и D700. После того, как понял, что мне все здесь очень понравилось. И цвета, и то, как управляется фотоаппарат, и ощущения в руке, и видоискатель. Кстати, видоискатель здесь достаточно большой, светлый, чистый. Не самый большой в классе, но очень приличный. Пентапризма, разумеется. В общем, я решил в пару взять к нему полный кадр. И признаться, если бы я первым купил Nikon D700, то, наверное, я об этом фотоаппарате и не подумал бы, и не вспомнил бы про него. А даже если бы знал, кто он и что он, то, скорее всего, вряд ли стал бы его покупать. Потому что, по сути дела, это два практически одинаковых фотоаппарата. Единственное существенное отличие, и помимо того, что здесь полный кадр, а здесь кроп, является в том, что этот фотоаппарат Nikon D700 чуточку потяжелее, чуточку, относительно чуточку. Этот весит около 950 грамм, почти килограмм, а этот килограмм 100 почти. Где-то примерно на 150 грамм он тяжелее получается. И это в какой-то степени чувствуется, и не так, чтобы уж очень сильно. То есть, если, например, использовать Nikon D700 с полтинником, что я обычно делаю, уж очень мне понравилась эта связка, потому что полтинник на полном кадре — это такой штатный объектив. Здесь можно и относительно широкий угол снимать, и портрет бахнуть, и какую-то репортажку какую-никакую, в случае чего можно там слегка подкрупнуть и получить более фокусное расстояние по углу обзора, там, сравнимое с тем же крупом, там что-нибудь типа 70 мм, 85 или 100 даже. И при наличии, так сказать, полнокадровой оптики, конечно, есть смысл смотреть именно на D700. Я к чему это веду? Я веду это к тому, что разница по цене между ними не такая великая. Хорошие экземпляры D300, а уж тем более D300S, стоят, не знаю, как сейчас, по крайней мере, полгода назад, когда я покупал эти аппараты, порядка 15-17 тысяч рублей обходились вот такие в хорошем, отличном состоянии. Если вы хотите найти что-то меньше 10 тысяч рублей, как мне удалось сделать, то это будут уже достаточно такие потертые аппараты с пробегами за 100 тысяч, а то и 200 и так далее. А как выяснилось
потом в дальнейшей эксплуатации больше 150 тысяч, там есть уже какой-то риск износа эксцентриков, и это довольно распространенная проблема. Поэтому такие аппараты с очень большими пробегами я бы не сильно рекомендовал к покупке. В моем конкретном фотоаппарате пробег был около 70 тысяч. Как я говорил, у него была проблема с оторванной резинкой, не было зарядки в комплекте. Ну и общее состояние тут у него, видите, уже довольно-таки потрепанный и поношенный. Не сильно так уж, чтобы совсем, но все-таки уже имел определенные следы эксплуатации. В общем, такой аппарат мне удалось выхватить что-то там, ну, подешевле 10 тысяч рублей, скажем так. Но если говорить об аппаратах, которые в хорошем состоянии, то за эти деньги вы, в принципе, уже можете смотреть в сторону D700. То есть понятно, что за те же деньги вы можете найти D700, но уже в таком потрепанном состоянии. Но если еще добавите там десятку, например, то уже можно искать вполне уже можно еще свеженькие экземпляры с пробегом там 20-30 тысяч кадров. А D700 это все-таки D700. Здесь уже полный кадр, здесь можно снимать ночью, здесь даже с тем же самым полтинником вы получите классный объем, цвета, равы, где все отовсюду тянется, и очень гибкий интерфейс. То есть я к тому, что уже есть, скажем так, возможность задуматься. Может быть, чуть-чуть добавить и взять уже D700, чем брать D300. Ну, если вы, конечно, нашли экземпляр, который, как в моем случае, обошелся вам сильно подешевле, чем D700, то да, этот аппарат имеет смысл к покупке. По крайней мере, я не жалею, он мне очень нравится. Я его использую в такой вот походно-разъездных ситуациях. Все-таки D700 достаточно каких-то ощутимых денег стоит, и тем более у меня аппарат в таком прекрасном состоянии, практически коллекционном, и вот так просто его таскать по всяким походам и так далее не очень хочется. Ну, просто его жалко. И вот в этом, так сказать, случае D300 выступает как раз такой альтернативой. Его не так жалко. Практически не жалко, скажем так. Ну, что ему будет, он так. Тем более он уже потрепанный, одной-двумя царапинами больше особо на нем не скажется. Ну и, наверное, пришло время подвести какие-то итоги, резюме. Аппарат крайне удачный, очень удобный, очень комфортно им управлять, очень классно лежит в руке, и снимать им одно удовольствие. Поливать сериями, и даже если не поливать сериями, а просто снимать в свое удовольствие, ну, например, для такой типа стрит-фотографии, очень легко фокусироваться, очень легко выцепить какой-то объект. Ну и просто для прогулок я его использую в основном с штатными объективами, что-то типа вот этого 1870. Для того, чтобы снимать портреты или какой-то ночной съемки, я обычно использую все-таки Nikon D700 с полтинником. Это более удачный вариант. Но когда света много и, по сути дела, никакой разницы для такой репортажно-прогулочной съемки лучше подходит, наверное, даже вот этот D300. Ну, просто потому, что D700 жалко. Поэтому аппарат рекомендую. Особенно, если у вас есть какие-то объективы Nikon уже, к примеру, там своего хозяйства, какое-то несколько объективов. Или, так сказать, в качестве фотоаппарата для души. Цвета здесь просто бомбические. Нормальное такое веселое ретро-устройство. По сути дела, за копейки. И практически в плане фоточасти уже без каких-либо существенных ограничений, которые встречались на более ранних зеркалках. Ну и особенно рекомендую тем, кто любит именно, так сказать, наслаждаться процессом фотографирования. Это реально фотоаппарат, который доставляет. Напоминаю вам, что такие фотоаппараты, объективы, разную мануальную оптику, советскую и не только, вы можете приобрести по ссылке на мой профиль на Авито. Также там будет ссылка на мой телеграм-канал, где вы можете найти примеры фото с этих фотоаппаратов, с этих объективов, с различной мануальной оптикой и так далее. Всем, кому интересно, подписывайтесь. Там буду выкладывать различные штуки, которые связаны вот с этим всем. Если кому интересно, в дальнейшем также сниму обзоры на Nikon D700, Nikon D200. На Nikon D700 я уже когда-то что-то снимал, уже есть определенное представление. Nikon D200 я приобрел совершенно недавно по случаю, толком еще поснимать ничего не успел. Ну, в дальнейшем контент по нему тоже появится. А я на этом с вами прощаюсь, всем хороших кадров и пока.